Здравствуйте, меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества, вязания и пряжи». Сегодня я хочу вам показать очень красивый универсальный узор, которым связан кардиган. Это основной узор. Данным узором связана основная часть полотна кардигана. Посмотрите, какой замечательный и красивый узор. Он не такой ажурный и дырчатый. И данным узором можно связать не только кардиган, который вы видите на фото, а также им можно вязать пледы, наволочки, покрывала, шапочки, топы, платья, жилеты, палантины, снуды, шарфы, кофточки, топы. И в чем у него плюс, что он будет прекрасно смотреться из пряжи любой толщины и из пряжи любой по составу. Данный узор я вязала из пряжи «Детский каприз Пихорка», страна производства Россия. Состав пряжи мериносовая шерсть 50% и 50% фибра. Метраж в 50 граммах 225 метров, либо 450 метров в 100 граммах. Также этот узор будет очень неплохо смотреться, если вы свяжете из тонкой пряжи, например, шелка, хлопка, акрила и секционной и пряжи, либо меланжевого окрашивания. Присмотритесь, пожалуйста, к этому узору. Вяжется он несложно, легко и просто. И в этом видеоуроке я покажу вам, каким образом вяжутся столбики рельефные с одним накидом спереди и сзади, и как вяжется каждый ряд узора. Если вам понравился кардиган на фото и вы хотите продолжение мастер-класса по вязанию уже второго узора, которым связаны рукава и кокетка, верхняя часть кардигана, напишите об этом мне в комментариях под этим видео и также поставьте пальчики вверх. Если будет много желающих, то я сниму продолжение мастер-класса и покажу вам, каким образом вяжется второй узор, которым связан кардиган. А данным узором связана основная часть кардигана, тело кардигана. Вязать мы будем вот по этой схеме. Схемы все, как обычно, я прикладываю в конце видео, и вы ее также можете увидеть по ходу просмотра видео. Приглашаю всех желающих присоединиться к вязанию образца. И вы сами убедитесь, что узор очень легко просто вяжется и смотрится симпатично, эффектно и красиво. Камера не может передать всю красоту узора. Приступаем к вязанию. Вязать узор я буду вот по этой схеме. Схема прикреплена в конце видео, и вы можете ее посмотреть по ходу просмотра видео. Раппорт узора составляет 10 петелек. Для вязания образца необходимо набрать 21 воздушную петельку цепочки плюс 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Всего необходимо набрать для вязания начального нулевого ряда 25 петель. Я буду вязать 2 раппорта в ширину и 10 рядов в высоту. Для начала вязания я набираю 31 воздушную петельку и плюс 4 петельки подъема. Всего 35 петель. Третий ряд — повторение 10-го ряда. Я буду вам показывать видеоурок
по вязанию узора, как вяжется каждый ряд и читается схема с 1 по 10 ряд. Приступаем к вязанию. Для начального ряда набираю цепочку из 35 воздушных петелек. Таким образом. Я буду вязать 3 раппорта в ширину. На схеме показано 2 раппорта в ширину. Первого ряда. В первом ряду необходимо связать 32 столбика с одним накидом. Я отсчитываю от цепочки 3 петельки и в 4-ю провязываю 1 столбик с одним накидом. Первый столбик с одним накидом состоит из 3 воздушных петелек, петельки подъема. На схеме указано 4 петельки подъема, я провязала 3 петельки подъема. До конца ряда провязываю 32 столбика с одним накидом в каждую петельку цепочки. Вот таким образом. В каждую петельку цепочки провязывайте по одному столбику с одним накидом. Всего должно быть 32 столбика с одним накидом. Если вы вяжете по схеме, то у вас должно быть 22 столбика с одним накидом. Цепочку из воздушных петелек и первый ряд, состоящий из столбиков с одним накидом, я вязала крючком номер 2. Кловер, страна производства Япония. Далее я буду вязать основной узор крючком номер 2, 25 миллиметров, страна производства Китая. И читаем схему второго ряда. 3 петельки подъема, пропускаем столбик с одним накидом первого ряда, и между, получается, вторым и третьим столбиком с одним накидом в промежутке провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее в промежутках вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Всего должно быть 4 столбика с одним накидом с учетом 3 петелек подъема. В 6-й столбик от начала вязания провязываем 1 рельефный столбик с одним накидом спереди, 1 воздушная петелька. В 7-й столбик первого ряда провязываем 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Далее пропускаем столбик с одним накидом первого ряда и в промежутке провязываем 7 столбиков с одним накидом и повторяем раппорт. Приступаем к вязанию. Переходим на второй ряд при помощи 3 петелек подъема. Разворачиваю вязание, пропускаю 1, 2, 2 столбик с одним накидом и в промежутке между вторым и третьим столбиком провязываю 1 столбик с одним накидом. В следующем промежутке между столбиками, между третьим и четвертым провязала 1, 2, 3, третий столбик с одним накидом. И в следующий промежуток провязала 4-й столбик с одним накидом. И первый рельефный столбик с одним накидом спереди мы вяжем в 6-й столбик с одним накидом от начала вязания. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот в 6-й столбик, вот в этот, я провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Таким образом. 1 воздушная петелька. Сейчас я вам покажу, каким образом я провязываю рельефные столбики с одним накидом спереди. Во всех четных рядах рельефные столбики вяжутся с одним накидом спереди. Во всех нечетных рядах будем вязать рельефные столбики с одним накидом сзади.
провязываю второй рельефный столбик с одним накидом спереди. Показываю, каким образом. На крючок я сделала один накид, завожу крючок от себя назад, провожу, огибаю столбик с одним накидом, 7 по счету, захватываю рабочую нить, протягиваю ее, и нить у меня, протяжка нити идет за столбиком с одним накидом первого ряда, за 7 столбиком от начала вязания. Пропускаю первый столбик, это получается 8 от начала вязания, и между 8 и 9 провязываю один столбик с одним накидом. Далее мы вяжем между столбиками в промежутке 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала 7 столбиков с одним накидом. Столбики я провязала в промежутках между столбиками с одним накидом первого ряда. Следующий раппорт. Первый вогнутый столбик спереди провязываю в 9 столбик с одним накидом. Таким образом. Давайте проверим. Должен быть 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбик, если считать от первого рельефного столбика. Это у нас получается здесь вершина была 10 столбик. Мы 10 отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9 столбик мы провязываем один столбик рельефный с одним накидом спереди. В 10 столбик провязываем второй рельефный столбик с одним накидом спереди. Пропускаю соседний столбик, то есть это первый от рельефного, и в промежутке между первым и вторым провязываю столбик с одним накидом. Таким образом вяжем между столбиками 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаю столбик, и в следующий столбик я провязываю один рельефный столбик с одним накидом спереди, 1 воздушная петелька, и показываю еще раз, каким образом я вяжу рельефные столбики с одним накидом спереди. На крючок один накид, завожу крючок от себя назад, огибаю столбик с одним накидом первого ряда. У меня столбик с одним накидом лежит на крючке спереди. Захватываю рабочую нить, вытягиваю ее за столбиком с одним накидом. На крючке у меня 3 петельки. Сначала я рабочую нить провожу через 2 петельки, и потом еще через 2. Связали второй столбик рельефный с одним накидом спереди. Пропускаю столбик, и далее вяжу между первым и вторым один столбик с одним накидом. И до конца ряда мы провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. 4-й столбик я провязываю не между крайним и предпоследним столбиком, а в третью петельку подъема, чтобы выровнять край вязаного полотна, вязаного образца. Вот таким образом мы связали до конца второй ряд
сейчас приступим к чтению схемы третьего ряда и продолжим вязание. Схему третьего ряда. Схема читается справа налево. 3 петельки подъема. Между первым и вторым столбиком провязываю 1 столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом второго ряда провязываю по счету 1, 2, 3 третий столбик с одним накидом. Между третьим и четвертым провязываю 4 столбик с одним накидом. Так как у нас ряд нечетный, то один рельефный столбик с одним накидом мы вяжем сзади. В арочку цепочки из одной петельки провязываем галочку. Галочка вяжется из 2 столбиков с одним накидом, между столбиками 1 воздушная петелька. В рельефный столбик с одним накидом второго ряда, который был связан спереди, вяжем 1 рельефный столбик с одним накидом сзади и 6 столбиков с одним накидом. И продолжаем повторять раппорт. Приступаем к вязанию третьего ряда по схеме. Для перехода на следующий ряд я провязываю 3 петельки подъема, разворачиваю вязание и между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. И далее между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 3 столбик с одним накидом. Это с учетом 3 петелек подъема. Между третьим и так 1, 2, 3 между третьим и четвертым провязываю 4 столбик с одним накидом. Далее вяжем 1 рельефный столбик с одним накидом сзади. То есть находим один рельефный столбик с одним накидом, который мы вязали во втором ряду спереди. Вот он, показываю вам его. И сейчас мы будем вязать 1 рельефный столбик с одним накидом, но только уже сзади. Показываю подробно, каким образом. Завожу уже крючок не от себя, а наоборот, на себя. То есть я крючок ввожу перед, вот у меня есть промежуток справа и слева. Я вот в этот промежуток, который справа, ввожу крючок сзади на себя. Огибаю столбик, то есть у меня уже столбик лежит за крючком. И слева, вот в промежуток от столбика слева, вывожу крючок назад, захватываю рабочую нить, протягиваю ее. У меня на крючке 3 петельки. Захватываю рабочую нить, провожу ее через 2 петельки. У меня на крючке 2 петельки. И еще через 2. Связали 1 рельефный столбик с одним накидом сзади. В арочку цепочки из 1 воздушной петельки. Вот она. Эта цепочка у нас между 2 рельефными столбиками с одним накидом второго ряда. Провязываю 1 галочку. Галочка состоит из 1 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же арочку, вершину галочки, провязываем 2 столбик с одним накидом. Вяжем 2 рельефный столбик с одним накидом сзади. Завожу, то есть если смотреть от столбика слева и справа. С правой стороны крючок, огибаю столбик рельефный и завожу крючок уже промежуток, который слева от столбика рельефного. У меня получается рельефный столбик находится сзади от крючка. Захватываю рабочую нить, протягиваю. На крючке у меня 3 петельки. Соединяю через 2 петельки рабочую нить и еще раз через 2. Связали 2 рельефный столбик с одним накидом сзади. Пропускаю столбик с одним накидом, крайний от рельефного столбика, и в промежутках между первого и второго промежутки провязываю 1 столбик с одним накидом. В следующем промежутке, это между вторым и третьим, провязываю 2 столбик с одним накидом. В промежутках мы вяжем по 1 столбику с одним накидом. Должно быть всего 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Все, довязали до начала второго раппорта, второго элемента, состоящего из рельефных столбиков. Приступаем к вывязыванию первого рельефного столбика. Накид на крючке, завожу крючок в промежуток между рельефным столбиком, который вот у меня находится справа, в этот промежуток. Столбик у меня сзади. Вывожу крючок в левый промежуток от столбика, захватываю рабочую нить, протягиваю на крючке 3 петельки, соединяю 2 петельки и еще 2 петельки вместе. Далее вяжем галочку. Галочка состоит из 2 столбиков с одним накидом, между столбиками по 1 воздушной петельке. То есть вот один столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька и второй столбик с одним накидом. Вяжем второй рельефный столбик с одним накидом сзади. Пропускаю первый столбик крайний от рельефного столбика и в промежутке между первым и вторым провязываю один столбик с одним накидом. Между столбиками провязываю по одному столбику с одним накидом. Должно быть связано 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все 6 столбиков я связала в промежутках между столбиками второго ряда. Вяжу третий элемент из рельефных столбиков. Первый рельефный столбик с одним накидом, который мы вяжем сзади, я провязала в рельефный столбик второго ряда. Вяжем галочку из 2 столбиков с одним накидом, между столбиками 1 воздушная петелька. Галочку я связала в арочку из 1 воздушной петельки. Провязываю второй рельефный столбик с одним накидом сзади. Рельефный столбик с одним накидом сзади провязала во второй рельефный столбик с одним накидом спереди. Пропускаю первый столбик с одним накидом и в промежутке между первым и вторым вяжу 1 столбик с одним накидом. Заканчиваем ряд 4 столбиками с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Четвертый столбик я вяжу в основании 3 петельки подъема. Таким образом выглядит узор с изнаночной стороны и с лицевой стороны. Приступаем к вязанию 4-го ряда. Читаем схему. Схема читается слева направо. 3 петельки подъема. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом 3-го ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. Между третьим и 4-м столбиком с одним накидом провязываем 2 столбик с одним накидом. Вогнутый в рельефный столбик с одним накидом, который мы вязали сзади, вяжем в четных рядах рельефные столбики с одним накидом спереди. Вершину галочки провязываем веерочек, состоящий из 2 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину галочки провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Во второй рельефный столбик с одним накидом сзади провязываем второй рельефный столбик с одним накидом спереди. Между элементами из рельефных столбиков вяжем 5 столбиков с одним накидом. Приступаем к вязанию. Это у нас будет 4-й ряд по счету. Для перехода на следующий ряд я провязываю 3 петельки подъема, разворачиваю вязание. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом 1, 2, 3. Между вторым и третьим провязываю столбик с одним накидом. И если считать 3 первых петельки подъема, это у нас связаны уже 2 столбика с одним накидом. Между третьим и четвертым провязываю 3-й столбик с одним накидом. Вершину, не вершину, а вот в рельефный столбик с одним накидом, который мы вязали сзади, провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Вершину галочки
там, где у нас одна воздушная петелька, провязываем 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петелька, и опять же в эту же вершину галочки провязываю еще 2 столбика с одним накидом. В рельефный столбик с одним накидом, который мы вязали сзади, провязываю один рельефный столбик с одним накидом спереди. Пропускаю крайний столбик с одним накидом от рельефного и между первым и вторым провязываю один столбик с одним накидом. Далее между столбиками с одним накидом провязываю по одному столбику с одним накидом. Всего должно быть между элементами, состоящие из рельефных столбиков, всего 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем второй элемент из рельефных столбиков. В рельефный столбик с одним накидом, который был связан сзади, провязываю один рельефный столбик с одним накидом спереди. Вершину галочки провязываю 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину галочки провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Во второй рельефный столбик провязываю один рельефный столбик с одним накидом спереди. Пропускаю первый столбик и между вторым и третьим, то есть первым и вторым, провязываю один столбик с одним накидом. Далее между столбиками с одним накидом провязываю по одному столбику с одним накидом. Всего должно быть между рельефными столбиками связано 5 столбиков с одним накидом. Вот таким образом выглядит вязание. Провязала 1, 2, 3, 4, 5. Далее приступаю к вязанию третьего элемента из рельефных столбиков. В рельефный столбик я провязала один рельефный столбик с одним накидом спереди. Вершину галочки провязываю 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину галочки провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Во второй рельефный столбик с одним накидом сзади провязываю один рельефный столбик с одним накидом спереди. И заканчиваем вязать 4-й ряд. Я пропускаю первый столбик с одним накидом и между первым и вторым в промежутке провязываю один столбик с одним накидом. Всего должно быть 3 столбика с одним накидом. Между вторым и третьим провязываю еще один второй столбик с одним накидом. И третий столбик с одним накидом я уже буду вязать в третью петельку подъема, в основании третьей петельки подъема. Связали 4 ряда. Таким образом выглядит узор. В 4-м ряду всего 3 элемента из рельефных столбиков. У меня на схеме 2 элемента. Приступаем к чтению схемы 5-го ряда. Схема читается справа налево. 3 петельки подъема. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываем один столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываем третий столбик с одним накидом, так как 3 петельки подъема засчитываются за один столбик с одним накидом. Всего надо будет связать 1, 2, 3 столбика с одним накидом. В первый рельефный столбик с одним накидом, который мы вязали в четном ряду спереди, в нечетном ряду вяжем рельефный столбик с одним накидом, но уже сзади. Вершину веерочка, где была у нас связана 1 воздушная петелька, вяжем точно такой же веерочек, как мы вязали в 4-м ряду. Это 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька и еще 2 столбика с одним накидом. Во второй рельефный столбик с одним накидом спереди провязываем один рельефный столбик с одним накидом сзади. Между элементами из рельефных столбиков провязываем в промежутках между столбиками с одним накидом 4 столбика с одним накидом. Приступаем к вязанию 5-го ряда
для начала я набираю цепочку из 3 воздушных петелек. Это у нас 3 петельки подъема, либо первый столбик с одним накидом. Между первым и вторым столбиком с одним накидом, раз, два, провязываю 1 столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 3 столбик с одним накидом. Раз, два, три. Далее я вяжу первый рельефный столбик с одним накидом, но уже сзади. Таким образом. Рельефный столбик с одним накидом сзади я провязала в рельефный столбик с одним накидом спереди. Вершину веерочка, где у нас была связана одна воздушная петелька, провязываю точно такой же веерочек. Это 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину веерочка провязываю еще 2 столбика с одним накидом. В рельефный столбик с одним накидом, который был связан спереди, провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом, но уже сзади. Пропускаю первый столбик и между первым и вторым провязываю 1 столбик с одним накидом. Далее я вяжу в каждом промежутке между столбиками по 1 столбику с одним накидом. Всего должно быть между элементами из рельефных столбиков связано 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4. В рельефный столбик с одним накидом, который был связан спереди, провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом, но уже сзади. Вершину веерочка, где была связана 1 воздушная петелька, провязываю 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька, и в эту же вершину веерочка провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Во второй рельефный столбик с одним накидом спереди провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом, но уже сзади. Пропускаю столбик с одним накидом крайний от рельефного столбика, и между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю первый столбик с одним накидом. Всего между столбиками мы провязываем в каждый промежуток по 1 столбику с одним накидом, и получается у нас 4 столбика с одним накидом. Это между элементами из рельефных столбиков. Здесь вот у нас должно быть, идет на уменьшение на 1 столбик с одним накидом. То есть если в 4-м ряду мы вязали, в промежутке было 5 столбиков с одним накидом, то здесь должно быть 4 столбика с одним накидом. В первый рельефный столбик с одним накидом спереди провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом сзади. В вершину веерочка провязываю 2 столбика с одним накидом. Раз, два. 1 воздушная петелька, и в эту же вершину веерочка провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Все 4 столбика с одним накидом связаны в вершину веерочка, где у нас провязана 1 воздушная петелька. Во второй рельефный столбик с одним накидом спереди провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом сзади. Пропускаю первый столбик крайний от рельефного, и в промежутке между первым и вторым вяжу 1 столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязала 2 столбик с одним накидом, и в 3-ю петельку подъема провязываю 3-й столбик с одним накидом. Довязали до конца 5-й ряд. Таким образом выглядит узор с изнаночной стороны и с лицевой. Схему 6-го ряда. Схема читается слева направо. 3 петельки подъема. Между 2-м и 3-м столбиком с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом. В рельефный столбик с одним накидом, который вязался сзади, вяжем 1 рельефный столбик с одним накидом спереди, так как в четных рядах мы все рельефные столбики с одним накидом вяжем спереди. Вершину веерочка
там, где у нас связана была одна воздушная петелька, провязываем веерочек уже из 6 столбиков с одним накидом. 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька и еще 3 столбика с одним накидом. 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Между элементами из рельефных столбиков в 6 ряду провязываем 3 столбика с одним накидом. И далее уже второй раппорт. Приступаем к вязанию. Для начала вязания 6 ряда я провязываю цепочку из 3 петелек для перехода на следующий ряд. И эта цепочка засчитывается как за первый столбик с одним накидом. И между вторым и третьим столбиком с одним накидом, 1, 2, 3, между вторым и третьим я провязываю столбик с одним накидом. Всего должно быть 1, 2 столбика с одним накидом. Так как это ряд у нас четный, то все рельефные столбики с одним накидом мы провязываем спереди. В рельефный столбик с одним накидом сзади провязала 1 рельефный столбик с одним накидом, но уже спереди. Вершину веерочка, где была у нас провязана 1 воздушная петелька, вяжу 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька и провязываю еще в эту же вершину веерочка 3 столбика с одним накидом. Всего должно быть получиться 6 столбиков с одним накидом. 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька и еще 3 столбика с одним накидом. В рельефный столбик с одним накидом сзади провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Пропускаю первый столбик с одним накидом, между первым и вторым в промежутке провязываю 1 столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 2 столбик с одним накидом. Между третьим и четвертым провязываю 3 столбик с одним накидом. Должно быть между рельефными столбиками провязано 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Приступаем к вязанию второго элемента из рельефных столбиков. В рельефный столбик с одним накидом сзади провязала 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. В вершину веерочка провязала 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петелька. И в эту же вершину веерочка провязываю еще 3 столбика с одним накидом. Таким образом. Рельефный столбик с одним накидом сзади. Во второй провязала 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Пропускаю первый столбик и между первым и вторым в промежутке между столбиками провязываю 1 столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 2 столбик с одним накидом. Между третьим и четвертым столбиком с одним накидом провязываю 3 столбик с одним накидом. И вяжем уже 3 элемент из рельефных столбиков. Провязываю рельефный столбик с одним накидом сзади, 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Вершину веерочка провязываю 3 столбика с одним накидом. В эту же вершину провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька и 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом и 3 столбик с одним накидом. Рельефный столбик с одним накидом сзади провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Далее пропускаем первый столбик и заканчиваем ряд. Мы между первым и вторым провязываем 1 столбик с одним накидом и в основании 3 петельки подъема провязываю 2 столбик с одним накидом. Довязали до конца 6 ряд. Таким образом выглядит узор, лицевая сторона. Ставим схему с 7 ряда. Схема читается справа налево. 3 петельки подъема между первым и вторым столбиком с одним накидом
вяжем 1 столбик с одним накидом. В рельефный столбик с одним накидом спереди привязываем 1 рельефный столбик с одним накидом сзади, так как это нечетный ряд. В арочку веерочка, вершину, где была привязана 1 воздушная петелька, привязываем опять же веерочек из 3 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петелька и еще 3 столбика с одним накидом. Вогнутый столбик рельефный сзади, 2 столбика с одним накидом и уже второй элемент из рельефных столбиков вяжем аналогично первому. Для перехода на следующий ряд провязываю 3 петельки подъема, они засчитываются как за первый столбик с одним накидом. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом. Раз, два. И так как это у нас нечетный ряд, то рельефный столбик с одним накидом вяжем сзади. В арочку из 1 воздушной петельки провязываю веерочек, 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в эту же вершину веерочка провязываю еще 3 столбика с одним накидом. Всего должно быть 6 столбиков с одним накидом с общим основанием. Раз, два, три, 1 воздушная петелька и еще 3 столбика с одним накидом. В рельефный столбик с одним накидом спереди провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом сзади. Пропускаю первый столбик с одним накидом и между первым и вторым столбиком с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом. Между вторым и третьим в промежутке провязала второй столбик с одним накидом. В рельефный столбик с одним накидом спереди провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом сзади. Вершину веерочка, где у нас была связана 1 воздушная петелька, провязываю 3 столбика с одним накидом. Раз, два и 3. 1 воздушная петелька. В эту же вершину привязываю еще 3 столбика с одним накидом. Вяжем второй рельефный столбик с одним накидом уже сзади. Между первым и вторым столбиком с одним накидом в промежутке провязываем 1 столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом вяжу второй столбик с одним накидом. В первый рельефный столбик с одним накидом спереди провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом сзади. Вершину веерочка провязываю 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька и еще 3 столбика с одним накидом. Всего должно быть 6 столбиков с одним накидом. Пропускаю вот этих 3 столбика с одним накидом и в рельефный столбик с одним накидом спереди провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом сзади. Между столбиком с одним накидом и 3 петлями подъема провязываю первый столбик с одним накидом. А уже в основании 3 петельки подъема провязываю второй столбик с одним накидом. Таким образом выглядит узор с изнаночной стороны и с лицевой. Всего мы связали уже 7 рядов. Читаем схему 8 ряда. 3 петельки подъема. Схему читаем слева направо. 1 рельефный столбик с одним накидом спереди, так как это четный ряд. Вершину веерочка вяжем 4 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька и 4 столбика с одним накидом. Между столбиками после 4-го, между 4-м и 5-м 1 воздушная петелька. 1 рельефный столбик с одним накидом спереди, 1 столбик с одним накидом и уже вяжем второй элемент из рельефных столбиков. Здесь на схеме пропущена 1 воздушная петелька, имейте в виду. Схема, которая будет приложена в видео, нет вот этой воздушной петельки между столбиками.
И заканчиваем ряд столбиком с одним накидом. Приступаем к вязанию 8 ряда. Для перехода на следующий ряд я провязываю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Засчитываются они как за первый столбик с одним накидом. Так как у нас 8 ряд четный, то мы все рельефные столбики с одним накидом уже провязываем спереди. Вершину веерочка провязываем уже 4 столбика с одним накидом. В предыдущих 2 рядах мы вязали по 3 столбика с одним накидом. А в 8 и в 9 ряду мы вяжем 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька и еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Всего у нас 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петелька. 1, 2, 3, 4. Во второй рельефный столбик с одним накидом, который мы вязали сзади, в 7 ряду вяжем 1 рельефный столбик с одним накидом, но уже спереди. Между первым и вторым столбиком с одним накидом привязываю 1 столбик с одним накидом. В первый рельефный столбик с одним накидом провязала 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Вершину веерочка, где у нас была провязана в 7 ряду 1 воздушная петелька, провязываю 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петелька, и в эту же вершину веерочка провязываю еще 4 столбика с одним накидом. Во второй рельефный столбик с одним накидом сзади провязала 1 рельефный столбик с одним накидом, но уже спереди. Между первым и вторым столбиком с одним накидом провязываю 1 обычный столбик с одним накидом. В первый рельефный столбик с одним накидом сзади провязала 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. Вершину веерочка провязываю 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. 1 воздушная петелька. И в эту же вершину я провязываю еще 4 столбика с одним накидом. В рельефный столбик с одним накидом 7 ряда провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом уже спереди. И в третью петельку подъема провязываю в основании 1 столбик с одним накидом. Довязали до конца 8 ряд. Читаю схему 9 ряда. Схема читается справа налево. 3 петельки подъема. Так как это нечетный ряд, то все столбики с рельефной вяжем сзади. То есть в рельефный столбик спереди мы провязываем 1 рельефный столбик сзади. Вяжем аналогичную ракушку. 4 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька и еще 4 столбика с одним накидом. Рельефный столбик с одним накидом сзади. И уже вяжем второй элемент. Приступаем к вязанию предпоследнего ряда. Это у нас будет 9 ряд по схеме. Так как я вяжу 3 раппорта, то схема состоит из 2 раппортов, чтобы вам показать, каким образом выглядит узор. Он очень красивый. И вы, я надеюсь, когда свяжете образец, сами в этом убедитесь. 3 петельки подъема. Это у нас засчитываются за первый столбик с одним накидом. Далее, так как мы вяжем нечетный ряд, то рельефные столбики с одним накидом мы вяжем сзади. Провязала 1 рельефный столбик с одним накидом. Вершину веерочка провязываю 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 воздушная петелька, и в эту же вершину веерочка провязываю еще 4 столбика с одним накидом. Всего должно быть 8 столбиков с одним накидом с общим основанием.
Во второй рельефный столбик провязываем один рельефный столбик с одним накидом сзади. Завожу крючок на себя, то есть сзади полотна на себя, огибаю рельефный столбик, вывожу крючок за работу, захватываю рабочую нить. На крючке у меня 3 петельки, соединяю первых 2 петельки и еще 2 петельки. Таким образом вяжутся рельефные столбики с одним накидом сзади. Приступаем к вязанию первого рельефного столбика с одним накидом уже второго раппорта. Таким же образом вяжем ракушечку, 4 столбика с одним накидом, вершину веерочка, где у нас была связана одна воздушная петелька. Одна воздушная петелька, не забываем про нее. И в эту же вершину веерочка вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Всего должно быть в вершине веерочка 8 столбиков с одним накидом. Вяжем второй рельефный столбик с одним накидом сзади. Таким образом. То есть рельефный столбик за вязанием. И приступаем к вязанию третьего раппорта. Я провязываю в рельефный столбик с одним накидом спереди, один рельефный столбик с одним накидом сзади. Вершину веерочка провязываю 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петелька, и в эту же вершину веерочка провязываю еще 4 столбика с одним накидом. И заканчиваем ряд. Мы в третью петельку подъема в основании петельки провязываем 1 столбик с одним накидом. Таким образом, все, закончили вязать 9 ряд. Читаю схему 10 ряда. Схема читается слева направо. 3 петельки подъема. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом. В 4 и в 5 столбик веерочка провязываем по одному рельефному столбику спереди. Между рельефными столбиками 1 воздушная петелька. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом. И уже приступаем к вязанию следующего раппорта. Приступаю к вязанию заключительного ряда 10. 3 петельки подъема. И провязываю первый столбик с одним накидом. Я его свяжу между первым столбиком с одним накидом и первым столбиком веерочка. Для того, чтобы был ровный край вязания. Между первым и вторым веерочком провязываю, между первым и вторым столбиком с одним накидом веерочка провязала второй столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком веерочка провязала третий столбик с одним накидом. Всего должно быть 1, 2, 3, 4. 4 столбика с одним накидом. Пропускаем 4 столбик и в 5 столбик с одним накидом веерочка провязала 1 рельефный столбик с одним накидом спереди. 1 воздушная петелька. В 5 столбик с одним накидом провязываю 2 рельефный столбик с одним накидом спереди. Пропускаю. Получается у меня 6 столбик с одним накидом. И между 6 и 7 столбиком с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом. Между 7 и 8 провязала 2 столбик с одним накидом. Между 8 столбиком с одним накидом веерочка и рельефным столбиком провязала 3 столбик с одним накидом.
между рельефными столбиками провязываю 4-й столбик с одним накидом. Между рельефным столбиком и началом веерочка провязываю 5-й столбик с одним накидом. Между первым и вторым столбиком веерочка провязываю 6-й столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом провязываю 7-й столбик с одним накидом. В 4-й столбик веерочка провязываю 1 рельефный столбик с одним накидом спереди, 1 воздушная петелька, и в 5-й столбик с одним накидом веерочка провязываю 2-й столбик рельефный с одним накидом спереди. Пропускаю 6-й столбик с одним накидом, и между 6-м и 7-м столбиком с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Между 7-м и 8-м столбиком с одним накидом провязала 2-й столбик с одним накидом. Между 8-м столбиком с одним накидом и рельефным столбиком провязала 3-й столбик с одним накидом. Между рельефными столбиками в промежутке провязала 4-й столбик с одним накидом. Между рельефным столбиком и первым столбиком веерочка провязала, получается, 5-й столбик с одним накидом. Между первым и вторым столбиком веерочка провязала 6-й столбик с одним накидом. Между вторым и третьим столбиком веерочка провязала 7-й столбик с одним накидом. И в 4-й столбик веерочка провязываю 1-й рельефный столбик с одним накидом спереди, 1 воздушная петелька. В 5-й столбик с одним накидом веерочка провязала 2-й рельефный столбик с одним накидом спереди. Пропускаю столбик, и между 6-м и 7-м столбиком с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 1-й. Между 7-м и 8-м столбиком веерочка провязала 2-й столбик с одним накидом. Между 8-м столбиком с одним накидом и рельефным столбиком с одним накидом сзади провязала 3-й столбик с одним накидом. Между рельефным столбиком и 3 петельками подъема провязываю, у меня будет 4-й столбик с одним накидом. И заканчиваем ряд. У нас должно быть между вторым рельефным столбиком до конца ряда 1, 2, 3, 4. Также можно связать последний столбик с одним накидом в 3-ю петельку подъема, для того, чтобы у нас был ровный край изделия. Все, довязали до конца 10-й ряд. Смотрите, какая красота получается. Давайте я вам сделаю замеры. Всего, значит, у нас в ширину 3 раппорта на схеме. Еще раз повторюсь, показана схема всего лишь на 2 раппорта. Я связала 3 раппорта в ширину из 35 петель. Всего связано в высоту 10 рядов и высота 7 сантиметров. В ширину вязаный образец 12 сантиметров. То есть высота 7, ширина 12. Вот таким образом выглядит лицевая сторона и изнаночная. То есть узор односторонний. Пряжу для вязания я использовала детский каприз, это пехорка, производство Россия. И давайте я расскажу вам метраж у пряжи. Вес одного мотка 50 грамм, состав 50%, сейчас я посмотрю, мериносовая шерсть и 50% фибра. Моток 50 грамм, 225 метров в 50 граммах. Если пересчитать на 100-граммовый моток, то получается 450 грамм, 450 метров в 100 граммах. Вот такая
такой замечательный красивый узор. Этим узором вы можете связать, я уже говорила в начале видео, кардиганы, топы, жилеты, шапочки, снуды, палантины, покрывала, пледы, накидушки. И даже можно связать платья, топы, кофты, кофточки, свитера. В общем, узор очень универсальный, он не особо ажурный. И вязать можно из пряжи любой по составу и метражу. Крючок для вязания у меня был 2, для основного узора 2,25. Надеюсь, мастер-класс вам был понятен и полезен, и данный узор вам пригодится. Сохраните его, пожалуйста, себя в копилочку. И я надеюсь, схема вязания и видеоурок вам будет в помощь. С вами была Елена. Благодарю всех за проявленный интерес к моему творчеству. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов, а также другой интересной и полезной для вас информации. Я думаю, что каждый подписчик у меня на канале найдет для себя что-то полезное и ценное. Благодарю всех за просмотр видео. Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах.